Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, 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 песеры, с вами Морж, и Большой Футбол возвращается на мой канал. Конечно же, турнирчики, конечно же, от лучшей турнирной группы в РУ-сообществе, ссылки на нее в описании и закрепленном комментарии. И сражается у нас сегодня Бразилия против Португалии. За Бразилию катает Игорь Конюхов, за Португалию Даня Казаков. Я думаю, вы все знаете этих киберкотлеток. Я думаю, матч будет интересным. Составы вы уже увидели. Ну и потихонечку будем начинать матч. Да, сейчас доступны у нас эмблемы сборных, поэтому впереди чемпионат мира. Почему бы не провести такой турнир? Но комментирую, как обычно, я. А у нас Бразилия уже перехватывает мяч, хотя португальцы начинали с центра поля. Мане делает ошеломительную передачу в штрафную противника, но пока что защита Португалии справляется и быстрого гола не выходит. Частенько читаю комментарии: блин, Морж, вот почему они клубами играют нереальными составами, сборными играют нереальными составами. Не, ну душнилами быть, конечно, это очень даже легко в нашей жизни. Но, ребят, давайте по-честному. Хорошо, будут все играть реальными составами, а как можно определить, кто будет играть за условную Эстонию, а кто будет играть за условную Бразилию? Вам не кажется, что, ну, немножечко у бразильцев будет преимущество, не? Не кажется? А вот мне почему-то кажется, и у нас должны быть равные условия. Да, в реальной жизни это происходит не так. Блин, ребят, но у нас нереальная жизнь, в реальной жизни циферок у футболистов нет. Ладно, Бразилия пока что в атаке, снова ошеломительная подача на Мане, и мяч доходит. При этом у Мане, кстати, ну, мягко говоря, не самые лучшие показатели паса. Жалко, что Игорь повторы не записал, а может быть здесь и Даня прощелкал. Не совсем понятно, я всегда прошу писать повторы. И да, это первый полуфинал, второй полуфинал тоже будет у меня на канале. И, конечно же, будет финал. И Исмаил тоже в этот раз участвует. Посмотрим, что динозавр сделает в этом турнире. Пытается сборная Бразилии перейти в атаку, но здесь португальские защитники пока что справляются. Тем не менее, Португалия 1-0 пока что проигрывает. Вот, так что продолжу по составам. Ну, даже если вдруг найдутся какие-то извращенцы, какая передача на Криро? Нет, Де Хеа будет у нас первый на мяче, и здесь Португалия пока что убирает угрозу от своих ворот. Так вот, даже если какой-то извращенец согласится играть условно Эстонией, Латвией там или еще кем-нибудь, представьте этот состав. Сначала надо купить. Не факт, что все игроки будут. Потом нужно еще всрать огромное количество тренеров, чтобы этих игроков прокачать. Потом прокачать им еще и стиль. Короче, ну это на самом деле геморрой. Ладно, ой-ой-ой, пенальти. Пенальти тем временем Иньеста, да, судя по всему, бразильский Иньеста свалил на бразильском Месси. И пенальти будет в ворота сборной Бразилии. Давайте смотреть, кто будет исполнять. Сможет ли Португалия сейчас сравнять счет. У мяча у нас десяточка. А кто у нас десяточка? У Португалии там Мбаппе. Португальский Мбаппе против бразильского Донаруммы. И Донарумма остается по центру ворот. Я бы тоже, на самом деле, оставлял по центру ворот, потому что я сам очень часто бью пенальти именно в центр. Почему-то люди обычно вратаря уводят. Тем не менее, 1-1, 18 минута, почти половина первого тайма у нас уже позади, и интрига снова возвращается на поле. Иньеста отдает на Месси и сразу начинает забег. Месси прорывается по правому флангу, снова пытается ошеломительную подачу провести легендарный игрок сборной Бразилии Месси, но в этот раз защитники становятся на пути к мячу. Канцело отдает на Месси, тот пытается снова отдать на Канцело, но португальские игроки мяч перехватывают. Криро, наконец-то португалец в составе сборной Португалии, отдает на португальца Месси, и португалец Месси подключает португальца Мбаппе по правому флангу. Жао Канцело опять снова португалец, наконец-то. Вот, передача на Криро, и он подключает Робертсона по левому флангу. Нет, Канцело бразильский теперь уже справляется здесь вполне себе спокойно, и Донарумма будет вводить мяч в игру. Не решается он на вынос, решает разыграть коротенько. Передача на Канцело, на правом фланге уже подключение Месси, в центр на Де Брюйне на Иньесту, Месси, Де Брюйне, много-много паса у Бразилии. Передача на Криро, теперь уже бразильского Криро, и
тут идет запорочка. Запорочка идет, потерян мяч, и Португалия будет улетать в контратаку. Криштиану Роналдо хорошо дает пяткой на Роналдиньо. Роналдиньо пытался подключить Робертсона, но Канцело справляется. И начинает забег по правому флангу. Да, здесь видно было, что защитник перекрывает, поэтому нужно было разворачиваться, нужно было делать паузу. И атака все-таки не пошла, так сказать, первым дыханием. Канцело отдает центр на Де Брюйне, Робертсон становится на пути к мячу, но мяч все равно еще у игроков сборной Бразилии. Де Брюйне, передача на Мане, снова на Де Брюйне, передача на Месси. Хорошо пытался отдать на Мане, но португальцы снова справляются. Пока что 1-1, 15 минут у нас до конца, меньше уже 15 минут. Посмотрим, будут ли еще мячи у нас в первом тайме. Пока ребята очень даже неплохо разыгрывают, но быстрый гол от Португалии. Достаточно быстро был сравнен счет с пенальти от Бразилии. Точнее, быстрый гол от Бразилии, да. Португалия сравняла счет с пенальти. И больше таких прям сильно опасных моментов в игре, по крайней мере, в первом тайме не было. Посмотрим, что нам принесет второй. Ну, хотя еще и первый не закончен, вы сами знаете наш PES. Тут в любую секунду может возникнуть опасный момент. И даже не обязательно... Вот отводка! Я как чувствовал! Вот он, опасный момент, и проходит. Я бы, на самом деле, в этом моменте отдавал передачу на дальнего игрока, который бы стоял перед пустыми воротами. Мане мог все-таки попасть во вратаря. Тем не менее. Вот только заговорил, что опасный момент может возникнуть из ничего. И да, ошибка. Мане перехватывает мяч и сам же и реализует этот момент. Ошеломительная передача от Канцело. И здесь в офсайде, да, судя по всему, скорее всего, оказывался Мбаппе. Да, оказывался он в офсайде, и даже если бы мяч залетал в ворота, конечно же, гол был бы не засчитан. Что ж, снова у нас Бразилия впереди. Посмотрим, чем на это ответит Португалия. Пока что ответила только офсайдом от Мбаппе. Бруно Фернандеш отдает передачу на Криро, но мяч попадает в игроков сборной Бразилии. И у Бразилии, наверное, последний шанс на атаку в первом тайме. Месси хорошо развернулся, пролетает по правому флангу, передача на Де Брюйне, но Де Брюйне не самый быстрый у нас товарищ, поэтому за мячом он, к сожалению, не успел. А могло бы быть что-то интересное. Все-таки будет еще атака от Португалии, но здесь Казимира просто съедает без гарнира Мбаппешечку, и мяч выносится. Так, 1 минуту добавил арбитр, все-таки атака еще будет. Нет, Бастони становится на пути к мячу, идет какой-то хаос перед штрафной сборной Бразилии, и судья все-таки дает свисток. Не закончился у нас тайм ударом по воротам, всего 1 удар у Португалии, 2 удара у Бразилии, при этом 3 мяча забито. Вот так вот, ребята. Что такое стопроцентная реализация? Стопроцентная реализация — это когда 3 удара в сторону ворот и 3 мяча в итоге у нас записано на табло. Ну что ж, второй тайм начинать у нас будет Бразилия теперь с центра поля. И смотрим, чего ребята нам в этом всем деле покажут. Да, огромное спасибо Игорю Конюхову за то, что он записал матч. Ну, я думаю, это на самом деле не так сложно сделать, а ребятам самим приятно оказаться на канале. Криро, Бразилия, и вратарь становится на пути к мячу. Конечно же, Мане здесь первый на добивании, и этот момент нужно было использовать. Вот так вот с добивания, буквально с первой атаки, с кикофа, так сказать, Мане оформляет у нас дубль за сборную Бразилии. Ну что ж, 1-3 это уже проблематично, конечно, будет для Дани Казакова, но он не первый раз в турнирах, так что, я думаю, соберется, что-то нам интересное тоже сможет предложить. Канцело отдавал передачу на Кройфа, но Казимира становится на пути к мячу. У Мане достаточно времени, чтобы развернуться, посмотреть, где партнеры. Передача на Де Брюйне, вон и по правому флангу начинается забег, и в центре подключаются игроки. Идет передача на Мане, и у Мане даже получается сбросить. Роналдо, посмотрите, как вратарь потащил этот мяч. Да, удар был не в угол, но тем не менее удар с лету достаточно сильный. Криро здесь, конечно, мог вбивать 4-й мяч в ворота, и, наверное, это были бы уже похороны. Но пока что мяч в ворота не идет. Вот, и зато идет контратака сборной Португалии. Ошеломительная подача, защита справляется и, скорее всего, будет угловой. Хотя, возможно, и от португальца мяч вышел за пределы поля. Нет, все-таки будет угловой. У мяча Бруно Фернандеш. Куда будет подавать? Поддает он в центр. И, посмотрите, 1 мяч Португалия все-таки отыгрывает. 3-2. Вот такое вот начало у нас второго тайма. Достаточно много залетает в этом матче. Вот я не знаю, я свои матчи как не играю, так у меня особо много не залетает. Кстати, забивает Холланд за Португалию, который вышел у нас, судя по всему, в перерыве. Да, я почему-то пропустил этот момент. Вроде же в первом тайме Холланда у нас не было. Кройф отдает на Фернандеша в центре поля. И Португалия начинает снова свою атаку. 1 мяч еще нужно отыграть. А желательно
желательно забить 2, желательно забить 3, чтобы не переводить матч в дополнительное время и пенальти. Бразилия на левом фланге Месси пытался отдать на Де Брюйне в центр. Здесь португальская защита справляется. Недвед забрасывает на Криро, но передача до Криштиану Роналду не доходит. Месси отдает центр на Де Брюйне. Есть время посмотреть, кто куда будет двигаться. И здесь Фернандеш перехватывает мяч. До Казимира он не дошел. Кройф. Опять же, есть время, нет активного прессинга. Передача на Канцело. И Робертсон справляется здесь с правым защитником, конечно же, сборной Португалии. Мане пытался прорваться, тоже у него не выходит. Пуйоль отдает на Канцело, передача на Кройфа, и Кройф отдает на Криро в центр. Пытался отдать на Холланда сразу же, защита становится на пути к мячу. Снова атака от сборной Бразилии, которая тоже ничем не заканчивается. Казимира и с одной стороны, и с другой стороны, и с обоих сторон он отыгрывает просто великолепно. Поэтому да, ребят, если спрашиваете, какие игроки, вот кого бы ты советовал, поверьте, я не такой онлайн-боец, как вот эти ребята. Хорошая подача на Недведа. И здесь вратарь играет на выходе. Конечно, до Недведа, если бы мяч доходил, он бы вбивал его в сетку. Так вот, здесь ребята гораздо более профессиональнее меня играют в онлайне, поэтому вот смотрите на их составы и смотрите, кого выбирают они. Вот это вот реально авторитетное мнение, так сказать. Мнение практика, я больше все-таки теоретик. 70-я минута у нас идет, 5 мячей забито, и пока что Португалия все еще проигрывает. Но пытается, конечно же, Даня сравнять счет, и, я думаю, будет пытаться уйти вперед. Но атака у нас идет от сборной Бразилии. Итак, Криро, в принципе, прорывается один. Да, будет отдавать передачу на дальнюю штангу, на Месси. И до Месси мяч не доходит. Но мяч все еще у сборной Бразилии. Передача на Робертсона. Аккуратненький заброс на Иньесту. Но все-таки Иньеста не тот мастер играть головой, чтобы с вот таких вот подач вбивать мяч в ворота. Тут, конечно, не совсем повезло. Бастони перехватывает мяч, отдает на Варана. 76-я минута у нас уже. По-любому минуты 3, конечно же, добавят. Но время тик-так. А Даня пока еще все в варианте проигрыша. Мане по левому флангу. Снова ошеломительная подача. Передача была на Криштиану Роналду. Не доходит. Тем не менее, Бразилия мяч сохраняет. Робертсон, теперь ошеломительная подача от Робертсона. И да, все-таки мяч до Роналду в этот раз долетел. В одно касание Криро переправляет мяч в ворота сборной Португалии и зажигает 4 на табло. Да, кстати, вот сейчас вы можете смотреть на состав, собственно, сборной Бразилии, состав Игоря. Левый нападающий Ляо, правый. В общем, я думаю, тут вы все разберетесь. Если нужно будет, поставите на паузу и себе выпишите, каких игроков ребята используют. Выходит у нас Холланд с навыком супер замена. И сейчас, конечно, Холланд может впихнуть и 5-й на самом деле. Сами понимаете, и вот так его тормознуть сложно, а уже конец матча. Все уставшие, Холланда еще и супер замена. Ну, в общем, тут полный набор. Барелли отдает на Ляо. И сборная Бразилии продолжает терроризировать оборону сборной Португалии. Барелли, забросик идет на Ляо. Хорошо Ляо открылся. Дембеле снова на Ляо. И что? На дальнюю передача идет. Кройф шел на этот мяч, но здесь Де Хеа становится на пути к мячу. Слишком уж близко к воротам это все летело. Снова перехват от сборной Бразилии. 6 минут всего лишь остается. И, скорее всего, Даня здесь уже не вывезет. Хотя, конечно, хотелось бы. Пуйоль справляется со здоровенным Холландом. Робертсон... Нет, здесь будет фол от Дембеле. Явно играл сзади в ноги. Вот. И желтую карточку француз за это получает вполне себе заслуженно. Де Хеа у мяча. 86-я минута у нас. 2-4. Португалия проигрывает сборной Бразилии. Казимира снова становится на пути к мячу. Блин, Казимира действительно шикарный опорник. У нас, кстати, номинальные контракты заканчиваются. Ребят, кто не взял Казимира, быстро в магазин, быстро брать Казимира, он охренительный просто. Ляо не справляется с мячом, мяч выходит за пределы поля, и Де Хеа будет вводить мяч в игру. Но здесь, если, конечно, передача получилась, могла какая-то острая атака и возникнуть. Минута до конца основного времени. По-любому, конечно же, судья еще минуты 3-4 добавит. Вот. И Португалия в атаке. Португалия в атаке. На правом фланге Жоао Канцело. Он сразу же пытается подключить Кройфа. Но перехват от Робертсона. Барелья отдает на Казимиро. Де Пауль в центр на Казимира уже португальского. Холланд. Есть время развернуться. Передача на Недведа. Ну, что будет делать Недвед? Аккуратненько пытался обойти защитника на красоте, на стиле. Но не совсем это получается. 2 минуты всего лишь добавляет арбитр. Мяч у Доннаруммы. Будет вынос и, скорее всего, будет финальный свисток.
Да, так и есть. Так и есть. Финальный свисток. Что ж, Бразилия проходит дальше. Поздравляю я Игоря Конюхова с финалом. Надеюсь, в финале он тоже покажет высокий класс и яркий матч. Спасибо Дане Казакову тоже. Не раз уже я комментировал его матчи. Повезет в следующем турнире. Спасибо, ребят, и одному, и второму. Мне было интересно это комментировать, а вам, я надеюсь, было интересно это смотреть. Ну что ж, ждем завтра. Не факт даже, что завтра будет, честно, команда недели и новые эпики. Посмотрим, что нам Konami, какую свинью они нам подложат. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока. Ну а все ссылки в описании и закрепленном комментарии. До завтра.